Tonight some super trooper beams are gonna blind me. Здрасте, с вами я, Титан, самый лучший в мире пикет по-английскому. Да. И сейчас я буду вам говорить, почему в свеженькой и замечательненькой игре Dispatch, диспетчер супергероев, которую я прошла пару недель назад, нужно выбирать не невидиву, а не Blonde Blazer, а не... Как ее перевели на русский, я не знаю. Пусть будет блондинистая... Полыхалка. Блондинка, которая любит блейзер. Вот. Студия, которая делала в свое время Wolf Among Us, сделала игру, где вы диспетчер супергероев. Причем они не совсем супергерои, это коррекционная программа, которая помогает бывшим злодеям стать героями. Потому что они не могут работать обычными строителями, врачами, шахтерами, воспитательницами в детском саду, нянечками, никем не могут работать из-за своих суперспособностей, которые мешают им адаптироваться в обществе. Так что... Ну или потому что они живут в Лос-Анджелесе, а там в Л.А. на метафизическом уровне ты или звезда кино, или бомж в палатке, который нюхает всякую дрянь. Третьего не дано, там просто не существует как идея. Понимаете, в мире идей бирка на месте всего остального, что должно быть нормально в городах. Я так понимаю, люди из палаток в свое время трезвеют, выплевывают изо рта, не знаю, что у них там, шприцы, и идут на премьеры к кинозвездам. А кинозвезды, когда устают, наоборот, засовывают в себя всякую дрянь и идут в палатки. Так вот они циркулируют по Лос-Анджелесу. Извините, колесо сансары, только колесо Харви Вайнштейна. Вот. Главный герой, диспетчер, такой скромный гай, жилистый, сильный бывший супергерой, юный и почему-то с басом. Подозрительно похож, вот вайбом, повадками, всем, на волка из... Ну погоди. Ладно, шучу. На волка из Wolf Among Us. Волк среди нас от Telltale Games, потому что студия-разработчик раньше работала на них и работала как раз над продолжением вот этого вот волка. Знаете, это древняя игра, и она урбан фэнтези, городской фэнтези, про то, что вот персонажи сказок братьев Гримм переселились жить в мир людей, причем не куда-нибудь, а в США. Ну, логично, если переселяться в мир людей, куда же еще? Хотя вообще в Канаду по-хорошему. Так вот, и они притворяются обычными людьми, но у них там свои разборки, свой закрытый мир. И в принципе идея всратая, но в качестве игры очень даже заходит. Очень. И тогда еще был дико популярен, помнится, сериал «Однажды в сказке». Этот сериал, к сожалению, покусали братья Винчестеры из сериала «Сверхъестественное» и заразили многосезонностью. Так что там где-то 5 или, не знаю, 6 сезонов, кто знает, может 11 сезонов соплей с Румпичтинскиным. Мыльная опера, смотреть невыносимо, половина персонажей уже постарела, ну, отвратительно. Но людям нравилось. Я лично считаю, что «Однажды в сказке» проклят моим любимым проклятием 2 сезонов. Когда первый сезон хорошенький, прям классный. И действительно, первый сезон «Однажды в сказке» настолько сильно отличается от своих продолжений, что это как будто другое произведение. Второй сезон посредственный, но уже чувствуешь, что лучше дальше не смотреть. А потом, вот, такое идет, что мама не горюй. Вот это же проклятие прекрасно видно на сериале про Ведьмака от Netflix. Когда первый сезон вышел, все пели, ходили: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». И это было замечательно, мне очень понравилось. Второй сезон уже был какой-то сомнительный. Я такая, что-то как-то не туда вы свернули, ребятки, давайте исправляйтесь. Ну и, я же говорю, проклятие. Третий сезон несмотрибельная бяка, и дальше уже просто вообще ужас, да? Вернемся к игре. Замечательная игра, всем очень советую, постараюсь без спойлеров. Вы в течение игры взаимодействуете с 2 девочками, Best Girls, так называемыми, потенциальными вайфухами. Это Нелюдива, такая альтушка-хулиганка, которую можно исправить. И Blonde Blazer,
Такая блондинка, красавица, популярная, что называется, в Америке, рассудительная и еще ваша начальница. Получается, что у вас потенциальный роман или с подчиненной, которая еще и на коррекционной программе, то есть зависит от вас по полной, прямо как в девушке с татуировкой дракона. И с вашей начальницей, от которой зависите вы, потому что пока вы там работаете, они чинят ваш супергеройский костюм, и без них вы никогда не сможете снова стать супергероем. А в мире там очень строгая социальная градация, там если ты не супергерой, тебе все ноги вытирают, примерно так. Но не то чтобы их там было много, поголовно все были бы, как в сериале Extraordinary, замечательный сериал, очень советую, это сериал про девушку, которая живет в мире, где поголовно у всех есть суперспособности, а у нее нет. Иногда этого страдает. Это очень интересный сериал, он сделан британцами, это комедия. Мне очень понравилась сцена с одним черным супергероем, который застрял в стене. Прям поставила бы себе ее на репите на заставку, но я думаю, ученики не поймут, поэтому советую очень этот сериал. Это вам не Мистфист, не Отбросы, где тоже были люди тоже британцы, тоже с суперсилами, но проклятие 2 сезонов. Ха-ха-ха. Так вот, вы в какой-то момент должны будете выбрать, кого романсить. Потому что я не понимаю, я не пробовала, конечно, сразу 2 романсить, может так можно, но, как правило, игры такого типа не разрешают. Они ведь как черный шоколад горький и белый шоколад с подмешанными туда сухофруктиками, то есть клубничкой какой-нибудь сублимированной. Так что не то. Дело в том, что Блейзер, несмотря на то, что проявляет к вам знаки симпатии буквально с первого момента знакомства, находится в отношениях с местным аналогом Супермена, которого зовут Хена Минамачо. И дальше идет спойлер к первому, точнее, ко 2-му эпизоду игры. Пожалуйста. Дальше можете, в общем, не смотреть, если еще не играли. Но это секрет Полишинеля. Уберечься от спойлеров к этой игре просто невозможно. Если вы уже поняли, что их можно романсить, то да. Вы бы и не стали, ну, хотя нет, так было бы даже интереснее, романсить невесту Супермена, пока он с ней встречается, там, прийти к ней на свадьбу и соблазнить ее, типа, жениху нельзя видеть невесту, даже рентгеновским зрением, а на самом деле ты у нее там под платьем сидишь с этим, как его, с кринолином, и делаешь ей всякие дела. Кошмар какой. Так вот, все, я предупредила про спойлер. Несмотря на то, что она оказывает вам знаки внимания, она, во-первых, ваша начальница, а во-вторых, она бросает Феномена Мачо и разбивает ему сердце. И непонятно, как бы, насколько это, выставляет ее в приятном для зрителей свете, потому что когда у вас на глазах человеку портят психику, человека бросают, он несчастный ходит, там депрессует, и хочет что-то нехорошее с собой делать, опасно для общества становится, его выгоняют с работы. То есть нельзя было как-то помягче его подвести к этому? Ходить с ним, что ли, на сеанс к психологу, разъяснить, что к чему, но чтобы не было настолько травматично, это просто жестоко. То есть я могу понять ситуации, в которых бросить своего парня по-другому просто не получится. Или она не знала, он вот взял и оказался такой неуравновешенный. Конечно же, такие ситуации могут быть, но тут явно не тот случай. Так что если ты взрослая тетенька, тем более начальница, вся такая блондинка летающая, то должна как бы давать отчет своим действиям. То же самое касалось бы и Феномена Мачо, если бы то он ее бросил, она бы потом ходила страдала. Постарайтесь как-то минимизировать, что ли, боль, которую причиняете людям, которых вы разлюбили. И причем разлюбили настолько, что не можете больше с ними даже, продолжать отношения без какой-то там прям искренней романтической любви. Потому что есть ведь разные формы сожительства и отношений, скажем так. Хотя бы дружба с привилегиями уже лучше. Ну ладно, чужая душа потемки, пусть что хотят, то и делают. Блондинистая сучка Блейзер разбила сердце этому инопланетянину. А он аутист, кстати.
Да, он с другой планеты, этот местный Супермен, поэтому он не совсем понимает, как работают эмоции, физика, такой немножко чудаковатый дядька, но очень красивый. И я вот как опытная репетиторша по английскому, я же сразу поняла, что тут произошло. Эта блондинистая тварюка очень, значит, соблазнилась на инопланетные усы и решила добавить его в свою коллекцию любовных триумфов. Трофей, так сказать, заполучить. Хорошо, хоть не пошла дальше и ребенка от него не завела, потому что некоторые, хорошо, я бы, например, хотела бы себе по ребенку от каждого кого-нибудь, кто мне очень нравится, но у меня нет на это денег. И я не думаю, что у меня хорошо получится прям рожать в таких количествах, потому что я еще ни разу не пробовала и как-то стрёмно. Так вот, опять-таки нет денег в любом случае. Так вот, она, значит, этого парагона добра и благородства убедила, что она его любит для того, чтобы затащить в койку. А когда наигралась, просто так вот вышвырнула. Потому что, как бы их много, она одна, не все же сразу. Хотя, опять-таки, тут многим девушкам особенно будет трудно меня понять, потому что далеко не все мы Сабрина Карпентер. Кстати, лично я Сабрину Карпентер уже побаиваюсь. Мне кажется, она опасная для общества, ее нужно изолировать. Шутки заходят слишком далеко. Вся эта ее «Ой, я такая пошленькая, я терроризирую своих парней, у меня еще ни один не выжил, хи-хи-хи». Один раз, ладно, забавно, но строить на этом весь образ — это уже какая-то болезненная хренотень, ей надо к психиатру, даже уже не к психологу. Да. Продолжаем. Ой, я хочу освещение поменять, можно? Да, спасибо. Да, вот так вот. А то мне в глаза светит. Да, продолжаем. Так вот. Я понимаю, что не все мы Сабрина Карпентер. Так даже я, может, и хотела бы быть, но вот какая есть. Так что я просто хочу напомнить, что на практике девушки, которым интересно что-нибудь такое, существует, и если вы к ним не относитесь, ничего страшного. Но и не стоит думать, что все, как вы, по себе не судят. Откуда я узнала эту историю с коллекционированием хороших, интересных мужиков? Моя подруга Алена однажды познакомилась с одним очень интересным чернокожим студентом, который, кстати, очень любит Путина и БДСМ. Да. И она во что бы то ни стало решила заполучить опыт взаимодействия с ним. Понимаете? Взаимодействие. А он, зараза такая, только по романтике. То есть его нужно романсить, потому что шоколадненьких в России мало, и тем более красивых молодых. И на них идет всегда охота. Поэтому они чувствуют себя, как они говорят, самым высоким человеком в комнате. The highest person in the room. То есть это не он тебя должен соблазнять, а ты его. И она его давай убеждать, что она любовь всей его жизни. Прям вот романтика, свидание, и давай поженимся, и все на свете. Лила ему в уши где-то недели-две всякие медовые речи, скажем так. Я на это все искоса так поглядывала, думаю, ой, она тебя сожрет. И после первого же распечатывания, после дефлорации этого, как сказать, бонифация, скажем так, после дефлорации бонифации она сразу же его загоустила. То есть, я не знаю, она ему сказала, что извини, дорогой, но наша любовь разбилась об суровые скалы постмодернизма. Лодка любви разбилась о суровые скалы физиологии. У тебя там все слишком большое, страшное, ты не поддаешься никаким поведенческим коррекциям в постели, поэтому я не могу с тобой больше взаимодействовать. Ты или надень на себя ошейник с электрошоком, который будет тебя останавливать, когда ты там делаешь что-то совсем уже не то, или иди лесом. Она этого ничего не сделала, она просто его загоустила, просто мне потом все это рассказывала с другими подружками, еще и показывала, неважно, короче. И будьте бдительны, особенно если вы аутисты с другой планеты, привлекательнее среднего. Вот. Или косплееры, которые подозрительно похожи на главного героя Диско Элизиума.
тоже. Поэтому блейзер выбирать не нужно. Плюс, если у нее появится на вас компромат, у нее и так на вас есть рычаг давления, правильно? От нее зависит ваше супергеройство, ваш костюм супергеройский напрямую. Потому что она ваша начальница, она вас уже держит за эти самые телепоньки. За телепоньки вас держит. И если она еще и буквально за них возьмется, а не только метафорически, то она сможет сделать с вами все, что захочет. Никому нельзя давать столько власти над собой. Неважно, любите вы этого человека или не любите, это очень опасная ситуация. Тем более, что когда нам кто-то нравится, мы не мыслим адекватно и не видим ulterior motives, скрытых мотивов личности этого вот человека, который нам нравится. Ой, вот почему я очень боюсь влюбляться. Каждый раз это какая-то катастрофа просто. В то же время невидима, да, хулиганка, которую нужно исправить. Показывают эпизод с ней, где она проявляет чувство к главному герою, пока его нет. Она у себя в кровати это делает, и мы видим, как она это делает, а он об этом не знает. И как бы нам таким ненавязчивым образом показали, что он ей нравится. Ничего себе, правда, очень оригинально. Я такого еще нигде не видела. Это шокирует, понимаете, это шокирует. Оказывается, что мальчики худенькие с басом могут кому-то нравиться. Причем он ее начальник. Но она набирается смелости, потому что она хулиганка, это не какая-то там книжная заучка, которая боится намекнуть на свои чувства. Нет, это подходит к начальнику и такая: хватит его куда надо, ты мне нравишься, давай с тобой дружить с привилегиями. Она от него зависит, он ей нужен, и она испытывает к нему чувства. Вот пример как из учебника. Daddy issues, проблемы с папочкой. То есть она явно испытывает что-то, ее там как-то неправильно воспитали, может быть, в детстве папа не любил ее. Может, она очень хочет, чтобы он ее любил, может, он ее слишком любил, а потом пропал. Ну, знаете, как бывает. Так что ей вот явно что-то такое нужно. Может быть, просто физиология подошла, может, она просто его понюхала, феромоны сработали, генетика у них стыкуется идеально, и она такая: все, это то, что нужно, еще и начальник, далеко пойду. Моральный облик у невидимой такой себе, потому что она бывшая злодейка и такая не вызывает доверия. Но я ее исправлю, и главный герой тоже пытается ее исправить. Ну разве это не прекрасно? То есть мы выбираем, по сути, от тем, кто зависит от нас, от невидимой, которая зависит от нас. Мы выбираем между той, кто зависит от главного героя, и той, от кого зависит главный герой. Поэтому логично, что выбирать нужно невидимую. Ну просто, ну серьезно. Это как взять и в конце игры про девочек-пидовочек не выбрать Хлою. Кто-нибудь помнит игру про девочек-пидовочек, которые все фотографировали, и там самый страшный секрет игры был в том, что самый главный злодей творил ужасы, и самое страшное его злодеяние было в том, что он опаивал молоденьких девочек-подростков, и пока они лежали без сознания, фотографировал их без макияжа. Боже, какой ужас, представляете? Вот, они даже не могли даже прикрыть, не могли даже тональник нанести никуда, даже мушку подцепить на прыщ не могли. Он все это фотографировал, еще и, наверное, с зумом, я уверена. Еще и освещение не выбирала, как попало. Ужас, ужасный садист был. Как же эта игра называлась? Life is Strange называлась. Не знаю, как это перевели на русский. Я в оригинале, как всегда, все играю. Вот. Но это все равно, что выбрать. Там в конце игры дается выбор между Хлоей и вашей подружкой, ради которой вы все это проворачиваете. Там у них девочка-подростковый роман дружественный, знаете, броманс, только тут сисманс. И спасением города, причем город там такой, знаете, деревня, 3 калеки, 2 чумы, 100 тысяч населения и ничего толкового нет. Городообразующее предприятие, Академия фотографии, потому что там живописно и там легко все фотографировать. Ну, как бы, выбор очевиден. Городов много, Хлоя одна. Я понимаю, что сегодня она есть, а завтра нет. Ну, а вдруг повезет? Вдруг Хлоя навсегда.
понимаете? А город этот, ну его, ураган. Вот. Так что... В чем еще плюсы? Плюсы еще в том, что... да, она брюнетка. Она обладает суперклассными суперспособностями, может становиться невидимой, подсматривать за вами, что, конечно же, не помешает вам полноценно, не знаю, что делать, жить, потому что у вас будет постоянно паранойя. Ну, одновременно с этим она вас любит. Ну, то есть вот мы видим, как она его любит. Не знаю, насколько далеко это зайдет, перейдет ли ее одержимость в романтический аспект. Мы это узнаем в продолжении игры, я уверена, продолжение будет. Но, когда мы смотрим на Blonde Blazer, там любовью и не пахнет. Максимум какая-то вот жалость. Она испытывает ему жалость, она до него снисходит, соблаговолит, потому что она хозяйка мира, все у ее ног, ее парень был Супермен, феноменомача, и даже он недостаточно хорош для нее. Но для нашего героя она снизойдет, сделает акцию благотворительную, устроит по раздаче своей блондинистой блейзеры свои блондинистые будут раздавать. А потом наиграется, выкинет и дальше пойдет. Конечно, в конце игры нам дают понять, что она на самом деле не совсем та, за кого себя выдает, да. Но, честно говоря, от этого не легче. Потому что, по-моему, ее истинная личность еще более стрёмная, как романтический выбор, потому что она слишком на меня похожа, а уж я-то знаю себя. Ой, блин, я на работу опаздываю. Ну, в общем, вы поняли, кого выбирать. Если не согласны, пишите в комментариях, лайки, подписки. Всех люблю. Пока-пока.